Харе Кришна, дорогие вайшнавы и вайшнави! Позвольте приветствовать вас на канале Министерства Вайшнави «Русская санга». Сегодня с вами Сати Девидаси. Я буду переводить лекцию Его Милости Сурешвара Ваначари Прабху, который будет рассказывать нам о многогранном Прабхупаде. Позвольте рассказать вам немножко о нашем спикере. Его Милость Сурешвара Ваначари присоединился к движению Харе Кришна в 1970 году и получил первое и второе посвящение от Прабхупады в 1971 и 1972 годах. За годы служения Сурешвары Прабху всегда было связано с книгами Прабхупады, их изучение, распространение, помощь в их издании, написание статей о них и в настоящее время проведение семинаров на их основе. По просьбе GBC Сурешвара Прабху, проживающий в Туксоне, штат Аризона, США, путешествует по всему миру в рамках ИСККОН, проводя семинары об ачарье-основателе, помогая преданным углубить отношения, преданность и любовь к Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупаде. Чтобы задать вопрос Его Милости Сурешвара Ваначари Прабху до и после эфира, вы можете оставить комментарий под видео или отправить имейл на адрес нашего канала ru-vaishnavi-ministry@gmail.com. И я передаю слово нашему уважаемому спикеру, Его Милости Сурешвара Ваначари Прабху. Прабху, I give you the floor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhuvya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna Prabhus, thank you for inviting me to speak at your Russian Vaishnavi Sangha today. Харе Кришна всем, дорогие Прабху, спасибо, что пригласили меня сегодня выступить здесь на русской санге. I'm calling this class our many-sided Prabhupada. И я называю этот семинар наш многогранный Прабхупада. European history describes the Renaissance man, a many-sided man with great achievements. Европейская история говорит о людях Ренессанса как о многогранных людях, которые многого достигли. Its ideal is Leonardo da Vinci, who, as both a fine artist and a scientist, gave us paintings like the Mona Lisa. И идеалом этого времени является Леонардо да Винчи, который был и художником, и ученым, и подарил миру такие картины, как Мона Лиза. As well as the blueprints for advanced machines like the helicopter, hundreds of years ahead of its time. А также он оставил планы того, как собирать сложные механизмы, например, летательные аппараты, что было мышлением, опережающим его время. But what is Da Vinci compared with our founder Acharya, Srila Prabhupada? Но кто такой да Винчи по сравнению с нашим ачарьей-основателем Шрилой Прабхупадой? Prabhupada leads us in so many ways as a plain, living pioneer, world Sankirtan party leader. И Прабхупада ведет нас за собой столькими способами, как лидер Санкиртаны, как первопроходец. Master cook, prolific writer. Как искусный повар, как удивительный писатель. Deity installer worldwide, Vaishnavi empowerer. Как тот, кто устанавливал божества по всему миру, кто вдохновлял Вайшнави. And so much more. И он был даже гораздо больше, чем это. All while establishing an international spiritual movement, a true transcendental Renaissance man.
Он тот человек, который основал это международное движение и открыл эту эпоху Ренессанса для человечества, духовного Ренессанса. Now, sometimes the different sides of divine personalities may appear contradictory. И иногда определенные грани духовного человека кажутся нам противоречивыми. Like the following description of the Lord in Sri Isopanishad, Mantra 5. Как, например, следующее описание Господа из Шри Ишупанишад, мантра 5. Quote, the Supreme Lord walks and does not walk. Верховный Господь и ходит, и не ходит. He is far away, but he is very near as well. Он далеко и в то же время очень близко. He is within everything, and yet he is outside of everything, unquote. Он пребывает внутри всего, и все же он вне всего. Now, pure devotees like Srila Prabhupada may also appear to speak and act in contradictory ways. И такие чистые преданные, как Шрила Прабхупада, иногда тоже кажутся нам противоречивыми в своих поступках или словах. Prabhupada himself explains this in his purport to Sri Chaitanya Chaitamrita Adi Lila, chapter 7, text 55. Шрила Прабхупада сам говорит об этом в своем комментарии к Чайтанья Чаритамрите Ади Лила 7.55. Quote, an ачарье or great personality of the Vaishnava school is very strict in his principles. Ачарья или великий представитель вайшнавской школы очень строг в своих принципах. But although he is hard as a thunderbolt, sometimes he is as soft as a rose. Но, несмотря на то, что иногда он твердый, как удар молнии, иногда он бывает мягок, как лепестки розы. Thus, actually, he is independent. He follows all the rules and regulations strictly, but sometimes he slackens his policy. И в этом проявляется его свобода воли. Конечно же, он жестко, твердо следует принципам и ограничениям практики, но иногда он делает какое-то послабление. The purport to Srimad Bhagavatam 10:36-15 further explains. И в комментарии к Шримад Бхагаватам 10.36-15 он далее объясняет. Quote, Lord Krishna is as hard as a thunderbolt or as soft as a rose. Господь Кришна тверд, как удар молнии, а иногда мягок, как роза. Depending on our attitude toward him. В зависимости от нашего отношения к нему. The demon Arishta wanted to kill Krishna and all his friends. Что демон Аришта хотел убить его и всех друзей. So the Lord beat him into a wet rag and killed him. Поэтому Господь превратил его в мокрый коврик и убил его. The gopis, however, loved Krishna, and thus the Lord boyishly reciprocated their conjugal feelings. А вот гопи, например, они любят Кришну, и поэтому он с любовью отвечает на их супружеские чувства. And that's the end of the quote. Окончание цитаты. In other words, the more we uncover our dormant love for Krishna and his pure devotees, especially in our case, Srila Prabhupada, the more they reveal the mysterious nature of their words and deeds as simply different aspects of their inconceivable energy. И чем больше мы открываем дремлющую в нас любовь к Кришне и его преданным, тем больше они открывают ее нам. In this regard, back in 1991, the North American BBT asked me to write the introduction to that year's Vyasa Puja book. В 1991 году североамериканская BBT попросила меня написать вступление к книге подношений на Вьясапуджу Шрилы Прабхупады. Here is an excerpt from what I wrote. И здесь отрывок из того, что я написал.
Quote, I open the new Vyasa Puja book and do what we all do first. Look at the pictures of Srila Prabhupada. Когда я открываю новую книгу подношений, я сразу же начинаю смотреть, какие картинки. Prabhupada is praying, palms pressed. Прабхупада возносит молитвы, его ладони сложены. A golden watch ticks the time. Золотые часы отмеряют время. A soft light bathes his head. Мягкий свет обволакивает его голову. No, the light is coming from his head. Нет, на самом деле это сияние исходит из его головы. His eyes are closed, eyebrows turned upward. He is utterly surrendered to Krishna. Его глаза закрыты, брови приподняты, он полностью погружен в Кришну. Prabhupada is sitting cross-legged on a white sheet playing mridanga. Прабхупада сидит, сложив ноги на белой простыне, играя в мридангу. Gopichandan anoints his forehead. Гопичандана украшает его лоб. His eyes are slit in concentration. Microphones crane nearby. Его глаза прищурены в концентрации. Рядом стоит микрофон. He wears big bright headphones, conjuring up a moon man. У него на голове надеты большие красные наушники, и он похож на лунатика. His vibrations pierce the universe, and Krishna listens. Его вибрации пронизывают всю Вселенную, и их слышит Кришна. Magnificent Prabhupada is dancing atop a Ratha Yatra cart, rose garland flowing, arms upraised, inciting the crowd to chant. И великолепный Прабхупада танцует на колеснице Джаганатхи, и на нем гирлянда из роз, и он призывает толпу подпевать. He is just about to leap, and so are the trees, the clouds too. И он готов подпрыгнуть, а также к этому прыжку готовы и облака, и деревья. My thumb relaxes, and the pages flip by. Мои пальцы расслабляются, и я пролистываю страницы этой книги. Prabhupada on Juhu Beach, Prabhupada in Red Square. Прабхупада на Джуху-Бич, Прабхупада на Красной площади. Prabhupada like thunder, Prabhupada like a baby. Прабхупада подобный молнии, Прабхупада подобный ребенку. Prabhupada in a hut, Prabhupada 10 stories up. Прабхупада на охоте, Прабхупада, the last one Prabhupada. Can you please repeat? 10 stories up. Прабхупада рассказывает истории. Prabhupada fingering beads, initiating disciples, throwing flowers. Прабхупада держит в руках четки, инициирует учеников. Прабхупада бросает лепестки. Giving a sweet, giving a scolding. Раздает конфеты и раздает, как бы сказать, свои строгие наставления. His shiny rings, gold tooth, beautiful tilak. Его золотые кольца сияют, его тилока прекрасна. Surabhi lips. Его губы подобны сурабхи. What about his words? А что же можно сказать о его словах? And then I paraphrase a famous Bhagavad Gita verse. И затем я своими словами пересказываю знаменитый стих из Бхагавад-гиты. Quote, some look on Srila Prabhupada as amazing. Some describe him as amazing. Некоторые смотрят на Прабхупаду и думают, что он удивителен. Некоторые описывают его как удивительного. And some hear of him as amazing. Некоторые слышат о нем как об удивительном. While others, even after hearing about him, cannot understand him at all.
в то время как другие, даже услышав о нем, не могут его понять совсем. And that's the end of my VBT Introduction Vyasa Puja book excerpt. Здесь заканчивается отрывок из моего вступления к книге подношений на Вьяса-пуджу Прабхупады. One thing that sometimes mystifies us modern Vaishnavas and Vaishnavis are the different statements Srila Prabhupada makes about the nature and role of women in society. И одна вещь, которая зачаровывает нас, иногда озадачивает нас, последователей Прабхупады, это те утверждения, которые он говорил о природе и роли женщин в нашем движении. For example, in his purport to Bhagavad Gita as it is, chapter 1, text 40, Prabhupada writes, Например, в комментарии в Бхагавад-гите к 1 главе 40 стиху Прабхупада пишет, quote, the Varnashram religion's principles were so designed that the good population would prevail in society. Религиозные принципы варнашрамы были специально разработаны для того, чтобы способствовать рождению благочестивых детей. For the general spiritual progress of state and community. Чтобы это приносило процветание и духовное благополучие обществу. Such population depends on the chastity and faithfulness of its womanhood. Такое потомство определяется тем, насколько благочестивы женщины. As children are very prone to be misled, women are similarly very prone to degradation. Так же, как детей легко сбить с толку, женщины также легко поддаются деградации. Therefore, both children and women require protection by the elder members of the family. Поэтому и детей, и женщин нужно защищать. Они должны находиться под защитой старших членов общества. By being engaged in various religious practices, women will not be misled into adultery. Занимаясь различными видами религиозной деятельности, духовной практики, женщины получат возможность не поддаваться, не уходить на неправильный путь. According to Chanakya Pandit, women are generally not very intelligent and therefore not trustworthy. А вот Чанакья Пандит говорит, что в целом женщины не очень разумны, и поэтому им не стоит доверять. So the different family traditions of religious activity should always engage them, and thus their chastity and devotion will give birth to a good population. Таким образом, религиозные принципы должны служить, помогать, занимать женщин духовной деятельностью, чтобы они сохраняли свое благочестие. Eligible for participating in the Varnashram system, closed quote. И так могли стать частью варнашрамы. Цитата заканчивается. Now, to the modern mind, such passages sound terribly patronizing and patriarchal. И такие цитаты для современного человека звучат очень назидательными и такими немножко высокомерными. Yet the same Prabhupada who wrote those words also wrote the following in a letter to his married disciple Srimati Himavati Devi Dasi. Но, тем не менее, тот же Шрила Прабхупада, который написал предыдущие слова, написал следующее своей ученице Шримати Химавати в письме. This is a letter Prabhupada wrote from London, 20th December 1969, so very early on. В самом начале движения это было написано 20 декабря 1969 года из Лондона. Quote, so I am especially proud how my householder disciples are preaching Lord Chaitanya's mission. Цитата начинается. «Я особенно горд тем, как мои ученики грехастхи проповедуют миссию Господа Чайтаньи». This is a new thing in the history of the Sankirtan movement. И это нововведение в истории движения Санкиртаны. In India, all the acharyas and their descendants later on acted only from the man's side. В Индии все ачарьи и их последователи
действовали всегда только через мужчин. Their wives were at home because that is the system from old times that women are not required to go out. А жены их находились дома, потому что с незапамятных времен такова система, что женщины не выходят на улицу. But in Bhagavad Gita, we find that women are also equally competent, like the men, in the matter of Krishna consciousness movement. Но в Бхагавад-гите написано, что женщины, так как и мужчины, достаточно компетентны для того, чтобы заниматься движением, деятельностью в сознании Кришны. Please, therefore, carry on these missionary activities and prove it by practical example that there is no bar for anyone. Поэтому, пожалуйста, продолжайте свою проповедь и докажите практически своим примером, что нет никаких преград для этого. In the matter of preaching work for Krishna consciousness. В проповеди сознания Кришны. End of letter excerpt. Письмо заканчивается. In other words, Prabhus, while preaching Vedic knowledge and culture day and night, not only did Srila Prabhupada not limit himself to the way that knowledge and culture had been applied in India for thousands of years, he vigorously defended the innovative preaching methods he devised to spread Krishna consciousness worldwide. Таким образом, Шрила Прабхупада не только следовал общепринятым в Индии традициям, но также и прибегал к новым новаторским методам, которые он разработал для того, чтобы распространить сознание Кришны за пределами Индии. Prabhu, can you talk shorter sentences? Please? Okay, so should I start over again? No, or where did you end? I did. Where did you? Oh, you did the whole thing. Okay. Yeah, that was just one sentence. It was hard for me to break that. Okay. So in his purport to CC Adi 7:31-32, Srila Prabhupada wrote, В комментарии к читанию Чаритамриты Ади-лилы 7:31-32 Прабхупада пишет. So this excerpt is going to be an example of Prabhupada vigorously defending his revolutionary, innovative preaching methods. И эта цитата будет показывать, как отчаянно Прабхупада защищал, как решительно Прабхупада защищал свои новаторские методы проповеди сознания Кришны, революционные методы. Quote, an ачарье who comes for the service of the Lord cannot be expected to conform to a stereotype. Цитата начинается. Ачарий, который приходит для того, чтобы проповедовать славу Господа, не может быть ограничен рамками стереотипов. For he must find the ways and means by which Krishna consciousness may spread. Потому что ему нужно найти способы и пути распространить сознание Кришны. Sometimes jealous persons criticize the Krishna consciousness movement. Иногда завистливые люди критикуют сознание Кришны. Because it engages equally both boys and girls in distributing love of Godhead. Потому что мы вовлекаем одинаково и юношей, и девушек в распространение славы Господа. Not knowing that boys and girls in countries like Europe and America mix freely, these fools and rascals criticize the boys and girls in Krishna consciousness for intermingling. И не зная то, что в странах Запада и Европы девушки и юноши свободно общаются, они критикуют наших последователей за то, что те взаимодействуют. But these rascals should consider that one cannot suddenly change a community's social customs. Но эти мошенники должны понимать, что мы не можем резко менять принятые традиции и образ поведения в определенных странах. However, since both the boys and the girls are being trained to become preachers, those girls are not ordinary girls. И поэтому, так как эти девушки и юноши проходят подготовку для того, чтобы стать проповедниками, то эти девушки необычные девушки. But are as good as their brothers who are preaching Krishna consciousness.
Они настолько же хороши, как и их братья, которые проповедуют сознание Кришны. Therefore, to engage both boys and girls in fully transcendental activities is a policy intended to spread the Krishna consciousness movement. Поэтому привлекать как девушек, так и юношей к этим духовным, трансцендентным, к этой духовно-трансцендентной деятельности для распространения сознания Кришны является нашей стратегией для того, чтобы распространить это движение по всему миру. These jealous fools who criticize the intermingling of boys and girls will simply have to be satisfied with their own foolishness. И эти завистливые глупцы, которые критикуют то, что в служении взаимодействуют девушки и юноши, they will have to be satisfied with their own foolishness. Им придется остаться наедине со своей глупостью, этим завистливым глупцам. Because they cannot think of how to spread Krishna consciousness. Потому что они не могут найти способов распространить сознание Кришны. By adopting ways and means that are favorable for this purpose. Но мы принимаем те вещи, которые благоприятны для этой цели. Their stereotype methods will never help spread Krishna consciousness. Их методы, полные стереотипов, никогда не помогут нам распространить сознание Кришны. End of quote. Конец цитаты. Like the Vaidurya gem of Vaikuntha, which manifests different colors in relation to its surroundings, our Srila Prabhupada manifests different aspects of his divine grace. Как волшебный камень Вайдурья, который принимает определенный цвет в зависимости от того, где он находится, также и Шрила Прабхупада принимает во внимание место и обстоятельства. As we develop our relationship with him. По мере того, как мы развиваем наши отношения с ним. He is always here, ready to empower us in his mission more than we can imagine. И он всегда здесь, рядом с нами, готовый вдохновлять нас на свершения, которые нам даже трудно представить для миссии. In this regard, I will give the last word to my dear great god sister, Srimati Vishaka Devi Dasi, who writes the following. И сейчас я хочу процитировать слова моей дорогой духовной сестры Вишакхи Деви Даси, которая пишет следующее. Now, before I read Vishaka's quote, I'll have to alert you to the fact that after I read this quote, I will be very happy to accept questions or comments from you all. So you might start writing those, think about those questions. И я хочу вас предупредить, прежде чем я прочитаю цитату Вишакхи Деви Даси, что если у вас есть вопросы, комментарии, пожалуйста, уже сейчас начинайте писать их в живом чате, чтобы я мог на них ответить. Quote, Srila Prabhupada was an expert encourager. Цитата. Шрила Прабхупада очень искусно умел вдохновлять. One who is encouraged can move mountains. Тот, кого поддерживает и вдохновляет, может свернуть горы. It is Krishna's arrangement that all of us have different strengths. Кришна так устроил, что у каждого из нас есть свои сильные стороны. When we work together, we find unity in diversity. Когда мы сотрудничаем вместе, мы понимаем, что значит единство в разнообразии. When we fully engage all people in Krishna's service without discriminating based on bodily designations, и когда мы полностью задействуем всех людей в служении Кришне, вне зависимости от телесной обусловленности, all people benefit, our outreach is enhanced. то благо для всех людей и также то, насколько наше движение распространяется, все это увеличивается. And the Hare Krishna movement becomes known as the society where each and every individual can fully blossom.
И тогда сознание Кришны приобретает репутацию общества, в котором может расцвести каждая личность. And that's an excerpt from Vishaka's book, What is a Woman to Do? Это был отрывок из книги Вишакхи «Что делать женщине». Thank you for listening, Prabhus. If you have any questions or comments, I would be very happy to hear them now. Дорогие Прабху, спасибо большое, что выслушали меня. Если у вас есть какие-то комментарии или вопросы, я с радостью выслушаю их сейчас. We've got one comment so far. Людмила is writing, Харе Кришна, please accept my humble obeisances. Thank you for such a nectarian Prabhupada Katha. And she has a question. Is it better to try a lot of different types of services, or to stop at the one that inspires you right away? Or should you stop, or should you just try, keep on trying? Okay, is it better to try a lot of different types of services? I'm writing this down because I want to tell my devotees here, especially the ladies, what the questions were. So is it better to try... Я записываю этот вопрос, потому что преданные здесь, вас особенно вайшнави, попросили меня записать вопросы, им было интересно, какие будут задавать вопросы. So, is it different types of services, or should one try all types of services before he chooses or she chooses one, or should we stop right away as soon as we find something that inspires us? Okay, let me just finish writing. Сейчас я запишу. Okay. As soon as we are inspired. Yeah. Okay. Okay. So, well, like so many questions, the short answer is, it depends. И как на многие вопросы можно ответить, самый короткий ответ – это зависит от обстоятельств. We just heard Srila Prabhupada say that Krishna consciousness is not stereotyped. Мы только что прочитали, что Шрила Прабхупада писал, что сознание Кришны выходит за рамки стереотипов. We say in English, one size does not fit all. В английском языке мы говорим, что один размер всем не подходит. So having said that, say, for example, someone is coming to Krishna as a very young person, and they don't really know necessarily who they are yet or what they're good at, and they just would like to be introduced to Krishna consciousness in a very broad, general way. Хорошо, тогда мы просто скажем вот так. Представим, кто-то приходит в сознание Кришны в самом начале пути, какой-то молодой человек или девушка, и они хотят познакомиться в целом, в общем, с сознанием Кришны. So for such a person, it would be appropriate to have, I don't know if you have it in Russia, but in some places in the West, we have Bhakta programs, Bhaktin programs. They're very introductory, general programs for new devotees. И поэтому для такого нового преданного будет здорово, если он посетит Бхакта-программ. Это программа, которая специально предназначена для тех, кто только пришел в сознание Кришны. And such programs introduce the newcomer to all different aspects of Krishna consciousness. Такие программы знакомят новичка со всеми видами преданного служения, которые у нас есть. For example, getting up, going to bed early so we can rise early, going through the morning program. Например, то, что нам нужно раньше ложиться спать для того, чтобы мы могли раньше встать и прийти на утреннюю программу. How to put on a sari, how to put on a dhoti, how to put on tilak. Как одевать сари, дхоти, как ставить тилаку.
studying Bhagavad Gita, studying Srimad Bhagavatam. Изучение Бхагавад-гиты, изучение Шримад Бхагаватам. And if it's a really thorough introductory program, it could also introduce the newcomer to cooking for Krishna, dressing the deity. Of course, these are more advanced, come to think of it. These are more for second initiated people, but some how to worship the deity and how to help out in the kitchen. И также, если это такая подробная бхакти-программа, то на ней также могут рассказать о том, как готовить прасад, о том, что мы служим божествам. And if the temple is very focused on book distribution, they might take the beginner out to distribute books. И если в храме активно развивается программа распространения книг, то они могут взять новичка с собой на распространение книг. And I consider my great godbrother Vaisheshika Prabhu like the world Sankirtan ачарье. И я считаю своего великого духовного брата Вайшешику Прабху великим ачарьей Санкиртаны. And he knows all aspects of Sankirtan. Он знает все аспекты Санкиртаны. For example, when he trains newcomers in California, where he lives, how to distribute books, the first thing he does is he just takes the newcomers out to the book distribution places. He lives in California. Near San Francisco. И что он делает, когда приходят новички, которых он обучает Санкиртане, он сам выходит с ними на распространение книг в Калифорнии, где он живет. And he just is with them, having them getting used to a venue, a place where book distribution will go on. Сначала он зовет их с собой, чтобы они привыкли к тому месту, где проходит распространение книг. And he might even himself distribute a book or two, stop a person or two, demonstrating how it's done. И он показывает, распространяет одну-две книги, останавливает кого-то, чтобы продемонстрировать, как это делается. But he doesn't allow them to distribute books on the first time. He's just letting them get used to the water, so to speak. Но в первый раз он не просит их распространять книги, потому что в первый раз это как, знаете, попробовать температуру воды. Or say the newcomer is entering an ИСККОН farm community or rural community out in the country. Или, скажем, новый преданный приезжает на какую-то ферму ИСККОН в какой-то небольшой удаленной сельской местности. Along with the deity worship and the classes, perhaps the bhakti leader would lead the newcomers out into the fields to show them how planting is done, planting of crops. Поэтому в таком месте на бхакти-программ, наверное, кроме того, чтобы рассказать ему о приготовлении прасада и о том, как поклоняются божествам, наверное, его еще отведут, им покажут в поле, как нужно ухаживать за растениями, урожаем. So those were a couple of scenarios for newcomers. Now, say someone joins the Hare Krishna movement and they're older, and for years, say they've been an artist or a teacher or a builder. Well, it's a little late for bhakti. It's a little late to discover the varna. I mean, they've already kind of, in a sense, discovered their varna just by life experience. И это была ситуация, такой сценарий, когда у нас пришел молодой человек или девушка, которые еще не определились в жизни. А если же у нас приходит уже зрелый человек, который уже давно занимается определенной профессией, он уже давно строитель, он уже давно художник, и в такому человеку, конечно же, нет необходимости определять свою варну, то есть определять, чем ему заниматься. So then the mentor for the older newcomer will simply advise the older newcomer how to do what they've already been doing, because they've become expert at it, how to do it as devotional service.
Поэтому обычно наставник такого человека, зрелого, который только что пришел в сознание Кришны, обычно советует ему использовать то, что он уже умеет, и применять эти навыки в служении Кришне. Srila Prabhupada, when he would meet guests who were interested in Krishna consciousness, he would very often ask them, "Oh, what do you do? What do you like to do?" Очень часто, когда Шрила Прабхупада принимал гостей, встречал гостей в храме, один из вопросов, который он задавал им, было: «А чем вы занимаетесь?» And whatever they said, practically, I mean, there were a few things that people may have to give up. They may have to give up their occupation as a slaughterhouse worker or an abortion doctor, but with rare exceptions like that, Prabhupada would introduce them to the fact that they could do the same thing for Krishna. И, конечно же, есть определенные типы профессий, о которых мы все знаем, как, например, работа на мясокомбинате или в клинике по произведению абортов. Это исключительные случаи, но обычно, когда человек называл свою профессию, Прабхупада говорил: «Здорово, вы можете использовать эти навыки для Кришны». So to wrap up my answer, the general pattern is, just like when you go to university, even if you have an idea of what you would like to major in, focus on, still the university requires that you take certain required courses to have a broad educational base. And then when you get older into your later years in the university, then you're allowed to specialize on your major. И, в общем-то, чтобы подвести итог моему ответу, я хочу сравнить эту ситуацию с поступлением в университет. Да, вы поступаете на определенную специальность, и вы знаете, что вы хотите изучать, но университет также просит вас окончить определенные курсы для общего развития и для общего... Таким образом, у вас получается более широкое восприятие мира, чтобы когда на более старших курсах вы могли более целостно воспринимать всю картину. Similarly, Srila Prabhupada, he actually liked it when devotees were able to perfect different services, like learning how to play a mridanga, or learning how to cook, or learning how to worship the deity. He said a devotee is expert. An expert means they're good at doing a variety of services. Шриле Прабхупаде нравилось, когда преданные совершенствовали свои навыки в каком-то определенном деле, например, играть на мриданге или поклоняться божествам. Потому что в целом Прабхупада говорит, что качеством преданного является то, что он является экспертом в том, что он делает. Why did he like that? Because especially in his time with us, his first generation of followers, he was exploding a movement all over the world. So he liked people, devotees, once they're trained up how to be devotees, to go and open up a center somewhere. So you need some basic skills. You need to know how to cook a chapati or play the mridanga or worship the deity. You need some basic skills to do that. И почему Прабхупаде это было важно? Потому что после того, как с самого начала нашего движения, после того, как кто-то проходил обучение в качестве преданного, Прабхупада хотел, чтобы этот человек отправлялся в какой-то город и открывал там центр Харе Кришна. Now, having said that, if you can make a note, I'm especially thinking of the lady who asked the question, in Bhagavad Gita, chapter 2, text 47, where Krishna says, go ahead, translate. И вот конкретно для вас, для вайшнави, который задал этот вопрос, в Бхагавад-гите, 2 глава, 47 стих, Кришна говорит. In the purport to the verse, it's all about duty. And in the purport... В комментарии к этому стиху там говорится о наших обязанностях. So Krishna says you have a right to perform your prescribed duty. Кришна говорит, у вас есть право выполнять свои предписанные обязанности. But you are not entitled to the fruits of action. Но вы не можете присваивать себе плоды этой деятельности. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities. Пожалуйста, никогда не считайте себя
причиной успеха этой деятельности, причиной результатов этой деятельности. And never be attached to not doing your duty. И никогда не привязывайтесь к тому, чтобы не исполнять свои обязанности. Now, in his purport to the verse, Prabhupada talks about three kinds of duties: emergency duties, routine duties, and desired duties that we like to do. И в комментарии к этому стиху Прабхупада говорит о том, что предписанные обязанности можно разделить на три категории: повседневная деятельность, деятельность в чрезвычайных обстоятельствах и деятельность, соответствующая желаниям человека. So we all have to brush our teeth in the morning to get clean. So that's an example of a routine duty. Повседневная деятельность — это, всем нужно зубы по утрам чистить, одеваться, уборку делать. If there's a fire, suddenly we have to put the fire out. That's an emergency duty. И если где-то разгорелся пожар, нам нужно потушить этот пожар. Это пример деятельности в чрезвычайных обстоятельствах. But then, according to our nature, even though in Kali Yuga our natures tend to be very mixed, according to our nature, there's always some kind of particular service that we gravitate to that's really becomes our favorite. Но, конечно же, в соответствии с нашей природой всегда находится какой-то вид служения, который естественным образом, благодаря нашим естественным склонностям, притягивает нас. So once we learn how to work for Krishna, and Krishna in our heart understands that he can trust us to do our favorite work, then мы понимаем, что когда мы учимся, как работать для Кришны, и Кришна, находящийся в нашем сердце, понимает, что он может нам доверять, что мы выполним эти обязанности. Then he gives us opportunities to do that favorite work for him, like anything. И тогда он дает нам безграничные возможности выполнять это служение, к которому у нас есть склонность. Toward the end of the Bhagavad Gita, chapter 18, text 45-46, Krishna says, И в 18 главе тексты 46-47. Let me get the book here. Okay. Сейчас я книжку возьму. Okay, so here's the Gita. I can pretty much say it, but I better just say it as it is. Я, в принципе, помню, но хочу точно прочитать. Okay, so Krishna says, by following one's qualities of work, every person can become perfect. Now, please hear from me how this can be done. Исполняя предписанные ему обязанности, любой человек может достичь совершенства, если поклоняется вездесущему Господу, источнику всех живых существ. И, пожалуйста, выслушай меня. Сейчас я расскажу тебе о том, как сделать это. Text 46. By worship of the Lord, who is the source of all beings and who is all-pervading, a person can attain perfection through performing one's own work. Это делается, исполняя предписанные обязанности. Человек достигает совершенства, если поклоняется вездесущему Господу, источнику всех живых существ. This is Krishna's kindness. This is Krishna's genius. И это доброта Кришны. В этом проявляется гениальность Кришны. The very nature, the very qualities we brought into this lifetime to try to enjoy and control the material world, те самые качества, которые были нам даны, когда мы пришли в материальный мир, для того, чтобы мы им наслаждались и контролировали природу Господа. We don't have to give up that nature. We don't have to give up that tendency toward work. We just do it for Krishna. И нам не нужно отказываться от этих качеств, не нужно ни от чего отрекаться, нужно просто применить их в служении Кришне. And that's what our spiritual masters teach us how to do. И этому обучают нас духовные учителя, как это делать. Okay. I hope that's okay. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Yes, Людмила is writing. Thank you. You have answered my questions, especially when you talked about the responsibilities, duties. Oh, good. And we have two more questions.
Do you have Okay. time for? Yeah, we can go another 20 minutes. Okay. Next question from Anna. Hare Krishna, I've lost taste for chanting the holy name, and I cannot make myself sit down and read. While reading, I cannot concentrate. While chanting japa, I cannot concentrate on listening to the names. My mind is wild. What am I to do? Welcome to the club. Добро пожаловать в клуб. Listen, Krishna understands this. Let's go to the first one, the chanting. So right in the Bhagavad Gita, in chapter 6, text 26, I believe. Давайте вернемся к... Кришна понимает это. Глава 6, текст 26. All right. So, Krishna says, anticipating your question, Anna. Я предчувствовал ваш вопрос, Анна. Quote, from wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, Куда бы ни устремлялся ум, изменчивый и беспокойный по природе, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. йог всегда должен возвращать его под власть своего истинного «я». So we would also ask Prabhupada, what should I think about Srila Prabhupada while chanting? My mind is wild. It's all over the place. What should I think about? И мы тоже спрашивали у Прабхупады, Прабхупада, о чем нам думать, на чем сосредотачиваться во время чтения мантры? Ум просто сумасшедший, сходит с ума. And Prabhupada would always say, И Прабхупада всегда говорил, what is the question of mind? Simply hear. какой бы вопрос ни задавал вам ум, выслушайте. And of course, we would scratch our heads because that's the problem. The mind does not want to hear. И мы тут же начинали чесать голову, потому что в этом-то вся и проблема. Ум же вообще ничего не хочет слушать. As soon as we sit down to chant our japa, what does the mind want to do? It wants to go to the movie of its own drama. И как только мы садимся читать джапу, что хочет делать ум? Он хочет наслаждаться всякими драмами внутри себя, сам с собой. It wants to plan and plot and hanker for what it wants. Он хочет планировать, желать, думать о том, чего он хочет. This is called kankshati in Sanskrit, kankshati. И на санскрите это называется конгшати. Or it's lamenting. The mind also likes to lament for what it's lost. Или ум еще любит, знаете, скорбеть. Скорбеть о том, что он утратил. So say the man might sit down and he's going to chant his japa, but he really likes some girl named Anna. И, скажем, мужчина садится читать джапу, и ему очень нравится девушка по имени Анна. And he's trying to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Anna, 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 Krishna, Krishna, Hare Hare, Anna, Anna, Hare Rama, Anna, Anna, Hare Hare. И вот так он воспевает свои круги. Or Anna left him, so now he's lamenting. Oh, I lost Anna. And it's the same thing. Другая ситуация. Анна от него ушла, и теперь он в скорби. Я потерял Анну. И то же самое происходит. Or maybe Anna is the one lamenting. Oh, Vladimir. Oh, Dmitry. And it's the same thing. So this is the movie of this is the movie of the mind. И то же самое может происходить и с другой стороны. Анна потеряла кого-то, и она может сидеть, и у нее мантра будет о Владимир, о Дмитрий. So let's look in earlier in that 6th chapter. It talks about the mind. Давайте посмотрим в начале 6 главы, здесь об уме говорится. Yes, there's two texts, text 5 and 6. 5 and 6. 5 и 6. Okay, so Krishna says in text 5,
one must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. В 5 стихе Кришна говорит, с помощью ума человек должен освободиться из материального плена, а не деградировать. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. Ум может быть и другом обусловленной души, и ее врагом. And text 6. For him who has conquered the mind is the best of friends. Для того, кто обуздал ум, он становится лучшим другом. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. А для того, кому это не удалось, ум остается злейшим врагом. So in the Upanishads, the mind is compared to a driving instrument, like we say steering wheel for the car, or in the old days, they would have the reins on the horses. И в Упанишадах ум сравнивается с рулем, если мы говорим про современный механизм передвижения, или раньше были вожжи, которыми управляли лошадьми. So if the driver, the intelligence is compared to the driver. So if the driver has a firm grip on the reins or on the steering wheel, depending on your vehicle, then those reins or that steering wheel, it's a very valuable instrument to get you where you want to go. И если возница, которая олицетворяет разум, очень крепко держит в руках руль или вожжи, в зависимости от вашего средства передвижения, то тогда это очень благоприятно, потому что разум определяет, куда идет ум. But as soon as we let go of the steering wheel, what happens? The wheel takes over and it just takes us off the road into a ditch. Но как стоит нам выпустить из рук руль, как тут же начинается хаос, машина вылетает в канаву с дороги. Okay, so these are principles, and now for practical application, which I know Anna wants, because we all suffer from this. There are some hints, there are some tips I can give you. И это были теоретические принципы, а я уверен, что Анна хочет услышать о практическом применении, то здесь тоже есть вещи, которые я могу посоветовать. But first, one more principle and application from Prabhupada in the Gita, chapter 17, text 16. Но еще один принцип и практическое применение от Прабхупады, глава 17, verse 16. Mm-hmm. Стих 16. It's where Krishna is talking about austerities of the body and then speech and the mind is text 16. В этом 16 тексте Кришна говорит об аскезе ума, речи и сознания. Krishna says, and satisfaction, simplicity, gravity, self-control. Кришна говорит, удовлетворенность, простота, сдержанность, самообладание and purification of one's existence are the austerities of the mind. И очищение сознания называют аскезой ума. Now, down in the purport, several lines, Prabhupada starts talking about how to control the mind. И здесь в комментарии Прабхупада описывает, как лучше контролировать, обуздать ум. And Prabhupada's point is that we can't stop the mind. The mind is always active. Even when we go to sleep, the body's asleep, but the mind is active. It dreams. И Прабхупада говорит о том, что успокоить, утихомирить ум невозможно. Он всегда находится в действии, в активности. Даже когда мы ложимся спать, наше тело спит, а ум бодрствует. So in the middle of the purport, Prabhupada writes, the best course is to divert the mind to the Vedic literature. И здесь Прабхупада пишет, самое лучшее — занять ум изучением ведических писаний, which is full of satisfying stories. В которых есть множество интересных и увлекательных историй. As in the Puranas and the Mahabharata. Особенно это касается Пуран и Махабхараты. One can take advantage of this knowledge and thus become purified. Человек может воспользоваться этим знанием и так очистить ум от материальной скверны. The mind should be devoid of duplicity.
Кроме того, необходимо отучить ум от лицемерия and one should think of the welfare of all. и научить ум заботиться о людях. Okay. I mean, there's more, but elsewhere Prabhupada writes how И the еще mind, Прабхупада пишет о том, как ум the mind should always be thinking of how to do good for others. должен всегда думать о том, как принести благо другим. Because our habit is just to think of ourselves in terms of this body. Потому что для нас привычно мыслить о себе в категориях «я» — это тело. And how to satisfy bodily and mental desires. И как удовлетворить желания нашего тела и ума. And we've been chasing these fantasies forever. И мы преследуем эти свои фантазии с незапамятных времен. Because a material desire is a desire that can never, ever be fulfilled. Потому что материальное желание — это желание, которое никогда невозможно удовлетворить. And the proof is that even when you get what you think you want, we're still not satisfied. И доказательством этого служит то, что даже когда мы получаем то, чего желаем, мы все равно не испытываем удовлетворения. So we, as neophyte, in the neophyte stage, we just have to say no to the mind, or when we sit down to chant japa, we have to just not invite the mind to the japa party. We have to say, mind, you just complain all the time. You're not invited. I'm going to chant Hare Krishna. You can go off and throw your tantrum somewhere else. И когда мы начинающие, преданные, мы садимся читать джапу, мы можем просто не приглашать ум на нашу джапу-вечеринку. Мы можем сказать: дорогой ум, ты не приглашен сюда, пожалуйста, иди куда-то в другое место и там устраивай свои истерики. Another tip, another hint is that over time, when we, even in the beginning, we have to, because what is japa? It's a call for service. Или еще один практический пример. Не только когда мы начинающие преданные. Что такое джапа? Это призыв дать служение. Дай мне служение. Oh Radha, oh Krishna, please take me back. Please engage me in your everlasting loving service. О Радха, о Кришна, пожалуйста, примите меня обратно. Пожалуйста, займите меня в своем вечном, непрекращающемся служении. For so long I've been away. I've turned away from you, and you've been trying to get me back. You've been trying to call me home, and I keep ignoring you. Такое долгое время я находился вдали от вас. Вы пытались позвать меня обратно домой, но я упрямо игнорировал вас. Think how Krishna must feel. Представьте себе, как чувствует себя Кришна. Krishna is our father. Кришна наш Отец. And he would love us runaway sons and daughters to come back to him, but we keep insulting him, ignoring him. И он хотел бы, чтобы его блудные сыновья и дочери вернулись к нему, но мы продолжаем его игнорировать и даже оскорблять. So imagine if you're a parent, if your children run away and they start insulting you and ignoring you, and they get in trouble, and you just feel so bad for them, and you want them back. И представьте себя на месте родителя, чьи дети ушли от него, оскорбляют их и попадают в разные неприятности, и вы просто хотите, чтобы они вернулись. So part of being able to concentrate, focus in japa or reading, because what are we reading? We should be reading about Krishna. We should be reading words from Krishna or about Krishna, or if we're working in the world, seeing everything in relationship to Krishna. И для того, чтобы научиться концентрироваться на том, что мы читаем, мы должны знать, что мы читаем. Это Кришна сказал, это Кришна сделал. И
So it's just a matter of waking up, becoming grateful, and letting the mind rest in the sweet sound of Krishna's names. Нам нужно просто проснуться и испытать благодарность, и позволить нашему уму расслабиться в именах нектарных Кришны. I don't know if you have in Russian, there's a beautiful prayer by Bhaktivinoda Thakur called Saragrahi Vaishnav. Я не знаю, есть переведена ли на русский язык молитва, красивая молитва Бхактивинода Тхакуры, Сараграхи Vaishnav. Vaishnav. Right. It's all about the fall and the redemption of the jiva falling and the jiva coming home. Это о том, как джива падает и как она возвращает себе свое истинное положение, возвращаясь домой. It's about 22-23 stanzas of poetry. Там 23-24 стиха. And the key to the soul turning around and finally coming home is that he meets a Saragrahi Vaishnava, a Vaishnava who has grasped the essence of life. И ключом, поворотным моментом в этом процессе, после которого душа возвращается домой, поворачивается обратно домой, это встреча с Сараграхи Вайшнавом, то есть Вайшнавом, который понял суть. I'm going to say the last two stanzas, and even though it's in English, then Sati can translate line by line. Я произнесу эти два последних четверостишия на английском, и Сати переведет построчно. O Saragrahi Vaishnav soul, thou art an angel fair. О Вайшнав, Сарваграхи Вайшнав, ты как подобен ангелу. Lead me on to Vrindavan, where spirits power declare. Пожалуйста, отведи меня во Вриндаван. Let me say it again. Lead me on to Vrindavan. Let spirits power declare. Пожалуйста, отведи меня во Вриндаван, где дух может восторжествовать. There rests my soul from matter free. И там покоится моя душа, свободная от материи. Upon my lover's arms. В руках моего возлюбленного. Eternal peace and spirit's love. Вечный мир и вечная любовь. Are all my chanting charms. Вот это мои заклинания, которые я повторяю. So while Bhaktivinoda Thakur is chanting Hare Krishna, he's just meditating on how kind and loving and beautiful Krishna is. So we have to become like that. We have to become, by hearing, by reading, see they go together, chanting and reading. We have to get to know Krishna so we can just be so attached to him. И Бхактивинода Тхакур, когда он повторяет мантру, он просто думает о том, насколько любящий, насколько полон мира и насколько прекрасен Кришна. И таким образом мы должны помнить об этом, думать о том, как вернуться домой. And then the last hint is that the more we become excited for our service, because the chanting is a prayer for service, and then when we do, during the day, do our service, if we become inspired by that service, we bring that inspiration back to the chanting. So they feed on one another, the chanting and the seva. И повторение джапы и наша сева, которую мы выполняем в течение дня, они подпитывают друг друга. Когда мы читаем джапу, мы черпаем силы в своем служении. А когда мы служим, мы черпаем силы, вдохновение в нашей джапе. The chanting inspires the service. Повторение кругов служит вдохновением для служения. And the service inspires us to continue the chanting. А служение помогает нам продолжать повторять джапу. It takes practice.
И для этого нужна практика. But because love of Krishna is dormant in the heart, it's not artificial practice. It's a Но так practice. как любовь к Кришне дремлет в нашем сердце, она не искусственная, это практика. Just like as Prabhupada says in Nectar Devotion, a child learns how to walk, he falls down, and then finally he walks because walking is innate. It's inborn in the child, the ability. Как в нектаре наставления Шрила Прабхупада говорит, этот процесс подобен тому, как ребенок учится ходить. Он встает и падает, но все равно в конце концов он пойдет, потому что эта способность ходить заложена в нем. And the most important thing is Sangha, the association of devotees. И самое важное — это санга, общение с преданными. Okay, it's 8:42. I guess I went too far on that one. И я очень долго отвечала на этот вопрос. There was another question, huh? Yes, maybe we can keep it for the next time. Oh, the next time. Okay, there's the next time. There might be. Okay. All right. I guess if it's a general question, yeah. Okay. Or shall I read? Or I'll tell you what, Sati. I'm a letter writer. I love to write letters. So if there are some lingering leftover questions, they can always write you. Okay. And then you can pass them on to me, and I'll be happy to answer by email. Окей. Дорогие преданные, у нас есть еще один вопрос. И Сурешвара Прабху, к сожалению, у него уже время на исходе, но он говорит о том, что вы можете отправить свои вопросы мне на наш имейл, и я их передам Сурешваре Прабху, а он очень любит письма писать, и поэтому он с радостью ответит вам по имейлу. Okay, Prabhus, spasiba большое. Hare Krishna. Till next time. Be well, be happy, be blessed. Будьте счастливы, будьте благословенны. Hare Krishna. Мы заканчиваем наш эфир. Харе Кришна.